Друзья, здравствуйте. 21 июня 2026 года. Город Минск. Продолжаю тему Минска на костях. Велолетописец на связи. Ну и в продолжении темы хочу снять еврейский некрополь. Или еврейский мемориальный парк, преемник этого некрополя. С этой целью я сюда прибыл. Здесь раньше было третье еврейское кладбище. Это главный некрополь общины 19 века. Кладбище открыли в 1868 году. Ну и здесь свозили иудеев со всего города. А с 1930-х годов тайно перезахоранивали евреев с первого еврейского кладбища, которое, друзья, уничтожили ради строительства стадиона «Динамо». Я, в принципе, друзья, на велике приехал сюда. Замкнем его где-нибудь и поснимаем. Я здесь был вообще в последний раз года 3 назад. В целом это еврейский парк мемориальный, используется для прогулок. Вот, и то, что тут когда-то было кладбище, а потом гетто, можно узнать только по мемориалам, которые здесь установлены. Ну, мы с вами их обязательно посмотрим. Немного истории еще, что здесь было гетто минское в 1941-1943. И нацисты сюда свозили евреев, получается, с Европы, не только белорусов. Западная Европа, Германия, Австрия, Чехия. Ну и овраги кладбища, которого было до этого здесь, они стали братскими могилами. Ну а далее, получается, закрыли кладбище для захоронения в 50-е годы, а на стыке 60-х, 70-х его ликвидировали, закатали бульдозерами могилы, в принципе, как с татарским кладбищем. Известны еще факты, что надгробия еврейские использовались в качестве бордюров при укладке асфальта и как фундамент постстроек. Так, друзья, ну замыкаю я сейчас велик где-нибудь и пойдем пешим ходом снимать. Итак, друзья, замкнули мы велик. И первое, на что хотел бы я обратить внимание, вот эту странную постройку. Тоже как будто бы что-то не очень-то новое. Почему-то не убрали. Если это военные какие-то сооружения.
здесь ступени. Как будто бы сцена. Ну и здесь какие-то штуки из бетона. Если вам известны остатки от чего это, напишите в комментариях. Но как будто бы сцена. А здесь типа трибун можно поставить скамейки. Ну и как бы как-то так. Так, друзья, идем с вами к мемориалам. Вообще могильные плиты, которые раскопали во время каких-то тут перекопок, просто под открытым небом сложили. Ну и они так и хранятся. В этом сквере. Так, друзья, опять остатки каких-то ступеней здесь. Мы видим вот здесь. Ну, как будто бы, может, я не знаю, оборонительное что-то. Непонятно. Тоже ступени. Пахнет травой скошенной, покошенной. Там у нас мемориал «Стол и стул». В общем, в 2008 году был создан в честь 65-й годовщины уничтожения Минского гетто. Ну а здесь плиты могильные и камни мемориальные. Первый мемориальный камень в 1993 году был установлен, посвящен немецким евреям, которых депортировали из Гамбурга. Ну и потом до нашего времени постепенно добавлялись еще мемориальные камни. Как видите, их тут не один. Ну и площадка, как пишут, выложена из желтой плитки, которая напоминает о желтой ваты, куске ткани, которую были вынуждены носить евреи во время оккупации в Минске. Так, ну давайте по всем пройдемся.
Центральный камень. Так, друзья, ну надеюсь, нормально все отснято. Ну теперь давайте посмотрим обтесанные камни здесь. Буквально все разбросано хаотично. Ну и мы, получается, натурально ходим по костям в этом сквере, парке. Ну, здесь пообтесано все. Или что-то заметно. Ну здесь прям груда камней. Вообще, друзья, еврейские общины занимаются каталогизацией могил евреев. Существуют у них целые базы. Такая есть информация у меня. То есть получается, если нужно отыскать родственника, то возможно где-то в каталогах записан, можно найти, если у вас еврейские корни. Если, ну здесь отдельно тоже пласт камней. Хотелось бы, конечно, чтобы также могилы каталогизировались и у православных. Ну, где-то что-то здесь можно разобрать.
Ну, здесь довольно неплохо сохранившиеся. Наверняка можно будет разобрать. Большинство просто стесано. Вот пополам разломалась плита. Ну, как вы знаете, в советское время уничтожалось все, что связано с религией. Поэтому, как и татарское кладбище, это еврейское третье кладбище. Их было 3. Было все закатано, разрушено. Ну, друзья, парк в основном для прогулок используется сейчас. Друзья, прошло 20 дней с тех кадров, которые вы только что видели. Сегодня 11 июля 2026 года, и вынужден я вернуться назад в этот еврейский мемориальный парк из-за событий, о которых я вам сейчас расскажу. Так получилось, что кадры, которые я снял, будут иметь уникальное историческое значение и ценность, потому что мы засняли, как парк выглядел до того, как камни эти были убраны. В общем, друзья, власти в официальном телеграм-канале администрации Московского района Минска сообщили, что будет проведено обновление этого мемориального парка на улице Сухой. Создадут, в общем, друзья, лапидарий. Ну и с этой целью в начале июля, буквально несколько дней назад, эти 250 надгробий, которые были там разбросаны в таком хаотическом виде, лежали, они были вывезены на реставрацию и каталогизацию к синагоге Надаумана. Ну и как заявляется, что скоро они вернутся сюда назад и будет создан масштабный лапидарий. То есть их сейчас уже здесь нет. Мы сейчас подойдем, посмотрим. Ну и, друзья, разгорелись, конечно, споры вокруг этого решения, что стоило или не стоило их убирать на реставрацию. То есть разделилось
вообще общественное мнение на две стороны. Позиция властей и общины говорит о том, что камни лежали хаотично. Ну, вы все видели. Сами они разрушались от дождей. И мемориал — это единственный способ их спасти. Вот так говорят власти. А позиция критиков и урбанистов, что вывоз камней лишил парк последних визуальных следов того, что это реально было когда-то кладбище, еврейский некрополь, а не просто сквер. Ну, вы, друзья, видели материал только что. И сейчас мы посмотрим, что на месте этих камней сейчас находится. Скорее всего, там ничего и нет. Повезло мне приехать и заснять все это до того, как убрали. Вот мы, получается, подходим уже. Так, что у нас здесь? Как вы помните, здесь было все усыпано камнями. Да, как бы это я помню. На видео вы все это видели только что. Здесь тоже теперь табличка точно такая же. Как помните, здесь вот все было усыпано этими камнями. Некоторые надгробия были в ужасном состоянии, переломаны пополам и стерты. И вот, как заявляется, они будут на реставрации и каталогизации. А это, судя по всему, то, что осталось, еще не довывозили. Какие-то булыжники. Кстати, друзья, наконец-то пришел мой микрофон. И вы можете оценить звук в одном видео. То есть те кадры предыдущие — это запись на встроенный микрофон камеры. А сейчас мы пишем уже на этот Bluetooth микрофон. Тоже от фирмы DJI я взял с возможностью подключения петличного микрофона. Петличка пока не подключена, пишу на него, чтобы оценить звук. Друзья, вот так теперь все это выглядит без камней. Конечно, хочется верить, что эти камни все-таки сюда вернутся в достойном виде и будет мемориал. Ну а сейчас, друзья, возвращаю съемку на 26 число. Я там далее еще снимал парк. Приятного вам просмотра. Ну, друзья, да, разбитый очаг. Установлен в 2008 году. Архитектор Леонид Левин и скульптор Максим Петруль. Еще называют стол и стул. Вот такая интересная композиция. Вот здесь еще лампадки. Ну вот, есть надпись снизу. Пытаемся пройти.
Здесь, видимо, то же самое, но на другом языке, может, иврит. Если кто-то разбирается, напишите в комментариях. Так, ну надеюсь, что было видно. Ну и обойдем вокруг этот забытый очаг. Ну и, друзья, пойдем дальше по парку. Три года назад, когда я здесь был, готовились ремонтные работы, укладывали плитку. Посмотрим. Повернем еще направо. Пройдемся там. Там была какая-то площадка ранее. Посмотрим, как ее уложили. Если ее вообще укладывали. Вот здесь плиты старые оставлены. Как видите. Ну да, здесь все уложено новой плиткой. Да, здесь все новое получается. Хорошая природа тут. Посреди, получается, города, бетонных джунглей, островок леса. Так, друзья, делаем здесь круг и возвращаемся. Еще где-то здесь тропинка должна быть. Попробуем пойти по тропинке в гущу.
Так что, друзья, вывод какой. Минск стоит на костях. Так же, как и другие города, я думаю. Много кладбищ исчезнувших в Минске, на месте которых что-то застроили, построили. И, друзья, там уже не определить даже, что было кладбище, никаких не осталось. Ни камней, ни могил, ничего. Вот татарское и еврейское кладбище. Какое-то упоминание о том, что здесь были кладбища. Но есть также и полностью исчезнувшие. Там же, друзья, не разберешь, что что-то было. Укатали в бетон. Так, здесь у нас прохлада, тенек. Темнота. Здесь бы лавочки поставить, можно отдыхать. Давайте пройдем по траве, что ли. Кто-то косил, раскашивал. Ну вот здесь тоже тенек. Чуть не шлепнулся. Саженцы не очень старые. Но здесь тоже подсаживают, значит, деревья. Ну вот там, получается, все памятники и мемориалы. По левую руку бизнес-центр. Бетонные джунгли. Недавно построен, кстати. Кто-то кормушек навешал для птиц. В общем, тишь да благодать, друзья. И не скажешь, что здесь было когда-то кладбище, а после него гетто. Но, друзья, все равно приятно иметь такие парки в шумном городе. Хоть небольшой островок природы. Кто не может выехать, у кого нет дачи, на природу куда-то,
то хотя бы здесь отвлекаться от рабочих будней. Ну что ж, друзья, будем заканчивать этот ролик. Темой был сегодня еврейский мемориальный парк или сквер. Друзья, оставайтесь на связи и до новых встреч. Ну, друзья, что-то тут еще есть интересное, получается. Ехал, я заметил камень. Тут поодаль от парка. Давайте посмотрим, что за камень. Аллея, получается. В честь героев-подпольщиков. Ну и саженцы здесь высажены. Молодые деревья вот здесь, вот здесь.